Цены на топливо ползут вверх, дизель постепенно выдавливают с рынка экологические нормы, и в ряде стран он уже фактически вне игры. А к электрокарам до сих пор многие относятся, скажем так, с осторожностью. И вот в этой ситуации возникает вполне логичный вопрос, что вообще сейчас выбирать? Производители тоже это понимают, поэтому гибриды уже не просто переходной вариант, а полноценная ставка на будущее. Причем задача у них амбициозная – не просто быть экономичнее, а приблизиться по эффективности к дизелю или даже обойти его, и, судя по всему, у некоторых это начинает получаться. Японцы и европейцы эту игру ведут давно, их гибриды уже проверены временем и покупателями. Но сейчас в разговор все громче вмешиваются китайские бренды, и тут вопрос. А не перехватят ли они инициативу? Потому что Китай сегодня – это не только электромобили, это еще и очень агрессивное развитие гибридных технологий. И один из самых показательных примеров – компания Geely. Недавно они показали новую систему iHEV, и звучит она довольно амбициозно. Высокая тепловая эффективность, низкий расход топлива – все как любят покупатели. И что интересно, эту систему сразу получил один из самых успешных их кроссоверов – Manjaro. Причем речь не просто об обновлении ради галочки. Здесь заявка на то, чтобы сделать гибрид не компромиссом, а выгодной альтернативой. И самое любопытное – цена. В Китае предзаказы уже открыты, старт примерно от $20 800. И зная местный рынок, есть ощущение, что это еще не финальная цифра. Так что давайте разберемся, что это за новая гибридная версия популярного кроссовера, и действительно ли она способна составить конкуренцию привычным решениям. Если посмотреть на Geely Manjaro iHEV, возникает простой вопрос. А вы вообще заметите, что это гибрид, а не обычная бензиновая версия? Или все ограничилось только шильдиком и парой нюансов? На первый взгляд, почти без изменений. Но если присмотреться, детали все же есть. Например, 20-дюймовые колеса с аэродинамическими накладками. Вроде мелочь, но именно они выдают зеленую версию. Плюс необычный серебристый цвет кузова, который играет оттенками в зависимости от цвета. Точные габариты кроссовера. Длина 4795 мм, ширина 1895, высота 1689, а колесная база 2845 мм. Клиренс 210 мм, масса 1720 кг. Подвеска здесь с системой регулируемого демпфирования CDC, специально настроенной для повышения плавности хода. А теперь к главной новости – гибридной установки iHEV. Если по-простому, это самозаряжающийся гибрид. То есть никакой розетки. Батарея подзаряжается прямо во время движения, за счет двигателя внутреннего сгорания и рекуперативного торможения. Система iHEV работает в нескольких сценариях. В городских пробках автомобиль в основном движется на электротяге. Выехали на трассу, уже подключается двигатель внутреннего сгорания, чтобы держать стабильную скорость и эффективность. А если нужно резко ускориться, в работу включаются сразу оба источника тяги. И вот здесь появляется ключевая разница, так как китайские автопроизводители живут. Если можно так сказать, в другой реальности, вся эта схема управляется не просто электроникой, а системой искусственного интеллекта. Он анализирует стиль езды, нагрузку, рельеф, даже частоту нажатия на педаль, и в реальном времени решает, как именно распределить энергию между ДВС и электромотором. Идея простая – выжать максимум эффективности из каждой капли топлива. А теперь давайте чуть глубже разберемся, за счет чего вообще удалось выйти на рекордные показатели и какие они вообще. Первое – это интеграция искусственного интеллекта в систему управления. ИИ встроен в управляющую электронику и постоянно анализирует, что происходит с двигателем прямо в реальном времени. Система не работает по заранее заданному жесткому шаблону. Она постоянно подстраивает параметры сгорания топлива под конкретные условия – скорость, нагрузку, стиль движения, даже температуру окружающей среды. По сути, такая система обучается в процессе работы, стараясь держать оптимальный режим и не терять энергию впустую. Компания заявляет, что благодаря такой адаптивной логике время работы двигателя удалось сократить примерно на 27% по сравнению с аналогичными показателями традиционных гибридов.
Второе. В основе стоит новый 1,5-литровый турбированный двигатель на 163 силы и 255 ньютон. Его изначально проектировали именно как часть гибридной установки. Главная фишка – тепловая эффективность 48,41%. И вот тут уже интересно. Это примерно на 7% выше, чем у Toyota Dynamic Force, где около 41%. Разница на бумаге выглядит небольшой, но в инженерном смысле это очень серьезный шаг. Для этого переработали камеры сгорания, доработали систему впрыска и в целом настроили двигатель так, чтобы он максимально эффективно использовал энергию топлива, а не стремился к пиковым показателям мощности на высоких оборотах. В паре с ДВС работает электромотор на 238 сил и 262 ньютон-метра тяги, а также одноступенчатая трансмиссия DHT. По батарее точных данных пока нет, но заявляется довольно скромная емкость – примерно 1-2 кВт-часа. И вот тут логика простая – меньше вес, проще конструкция, ниже цена. И теперь вопрос, что это дает на практике? Более 80% времени машина может двигаться на электротяге. До 66 км в час автомобиль вообще может ехать в чисто электрическом режиме. Благодаря такой эффективности по расходу тут все довольно приятно. По циклу WLTP получается около 4,75 литра на 100 км. Кстати, объем топливного бака 55 литров. Но вы наверняка спросите, а что с динамикой? До 100 км в час он разгоняется за 8,3 секунды. То есть он стал примерно на 0,4 секунды медленнее, чем бензиновая версия для китайского рынка с передним приводом и 218-сильным мотором с семиступенчатым роботом. Но за эту потерю в разгонах гибрид отвечает сниженным расходом, почти минус 3 литра на 100 км. И важный нюанс по конфигурации. На данный момент заявлена только переднеприводная версия. Полный привод официально не подтвержден, и, честно говоря, его появление пока под большим вопросом. Manjaro iHEV внутри продолжает ту же идею, за которую модель и полюбили, без попыток что-то радикально ломать, но с четким ощущением дороже, чем стоит. Если смотреть по факту, здесь тот случай, когда цена ниже многих конкурентов, а по ощущениям ты уже в зоне почти премиума. Материалы, подгонка, общая архитектура – все это выглядит аккуратно и собранно, без дешевых компромиссов на виду. По комплектации тоже интересно. Уже в базе машина не выглядит пустой. Много ассистентов, систем комфорта, технологий. Салон построен вокруг большого экрана и цифровой логики. Проекционный дисплей 25,6 дюйма, плюс 3 экрана внутри, приборная панель на 12,3 дюйма и 2 центральных по 14,6. За всю эту систему отвечает Snapdragon 8155. Плюс платформа Geo 3.0 позволяет обновлять автомобиль по воздуху, и обновление занимает около 5 минут. По комфорту тоже не экономили. В старших версиях есть обогрев, вентиляция и массаж передних кресел. Задний ряд тоже не забыли, спинки регулируются по наклону. А по звуку здесь установлена аудиосистема Flyme Auto с 16 динамиками. И отдельно стоит отметить систему G-Pilot H3, это комплекс ассистентов, который позволяет машине двигаться по автомагистралям почти без участия водителя. По цене и срокам тут уже есть довольно конкретная информация. Кроссовер должен начать поступать первым покупателям уже в мае этого года. И стартовать он будет в 3 комплектациях. Теперь к цифрам. Ориентировочный диапазон цен от 20 800 до 22 800 долларов, если брать без учета каких-либо скидок и акций. Но есть важный момент. С учетом скидок цена становится чуть приятнее. В каждой комплектации можно смело минусовать примерно еще 1000 долларов. Получилось ли у Geely сделать тот самый баланс между экономичностью, динамикой и ценой? Каждый для себя решит сам, когда такие машины начнут появляться вживую на дорогах. Но тренд очевиден. Гибриды перестают быть компромиссом и все чаще становятся рациональным выбором. И вот тут вопрос уже к вам. Что сейчас выглядит логичнее – держаться за привычный ДВС или постепенно уходить в сторону таких умных гибридов? Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров.
Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.